Здравствуйте, меня зовут Вячеслав Семенихин, я являюсь гендиректором компании Пальмира Биофарма, которая разрабатывает современные высокоточные белковые препараты для лечения критических заболеваний. И сегодня я хочу вам рассказать об одном из препаратов. Это лекарство под рабочим названием ангиогеноцепт, и оно стимулирует рост микрососудов для лечения ишемических состояний. Что же это за болезнь? В первую очередь, конечно, мы говорим о инфаркте, первой причине смертности для человека. Итак, это инфаркт. Затем мы говорим, есть такая тяжелая болезнь, как инсульт. И некоторые из видов инсульта нуждаются в срочной стимуляции роста микрососудов головного мозга для уменьшения степени повреждения вот этого болезни. Итак. Ну и, конечно, мы говорим о лечении ишемических состояний, таких как ишемия нижних конечностей, ишемия конечностей в широком смысле. Дело в том, что на сегодняшний день у человечества нет лекарства, препарата, которое бы стимулировало рост микрососудов для предотвращения дальнейших осложнений от этих болезней. Наша команда состоит из людей, которые хорошо зарекомендовали себя в научной области. Это 2 доктора наук и исследователи с хорошим международным опытом. И, конечно, важно отметить, что основателем и генеральным директором первым нашей компании был Иван Лобов. Иван – это человек, который не только является замечательным ученым, исследователем и разработчиком лекарств, но и автором одного из известных лидерских в мире препаратов. Это препарат Илея, вот здесь вот выделено красненьким. Это препарат, который, например, в прошлом году продавался на 9 миллиардов долларов. Итак, с точки зрения научного цитирования, публикаций, наша команда публикуется в таких изданиях Science, Nature и других очень известных и респектабельных научных изданиях. Итак, как же мы создаем подобного класса лекарства? Рассмотрим на примере нашего белка. Итак, мы выберем сейчас вот этот фломастер, да? Мы берем человеческий рецептор, например, Delta-like ligand 4, как в нашем случае. Вот он. И берем человеческое антитело, в данном случае иммуноглобулин G. Затем от человеческого рецептора мы берем внешнюю часть, внеклеточную часть рецептора, а от иммуноглобулина берем Fc-домен. И с помощью методов генной инженерии конструируем новую, так называемую гибридную белковую молекулу, которая является нашим целевым белком и содержит внеклеточную часть дельта-лайк лиганда 4 и Fc-домен иммуноглобулина G, что позволяет, с одной стороны, эффективно взаимодействовать с ночь-сигнальным путем, блокируя его, а с другой стороны, имея частичку иммуноглобулина, быть незаметным для иммунной системы организма и таким образом продлевать жизнь белка в русле крови человека. Итак, вот сверху вы видите примерную 3D-модель нашего белка. И после того, как мы сформировали идею итоговой молекулы, мы делаем плазмиды, потом делаем клеточные линии, делаем терапевтический белок и показываем его свойства на клеточных моделях. Ну и, конечно, патентуем все это. Сверху вы видите как раз формулу нашей плазмиды и серию экспериментов, которые показывают терапевтические свойства произведенного белка уже на основе постоянных клеточных линий. Если говорить о патентах, то у нас есть патент, который уже зафиксировал основы технологии, и в прошлом году мы подали еще 2 патента в российское и международное патентное ведомство, которые как раз описывают изобретение, о котором мы сегодня говорим. Очень приятно, что в прошлом году мы получили первое место на премии «Новатор Москвы» в номинации «Проект будущего» по направлению медицины и фармацевтика. Эта премия была проведена совместно с Московским инновационным кластером и Агентством инноваций Москвы. Это очень приятная награда для нас. В позапрошлом году мы стали номинантом и получили 2-е место на конкурсе Patents Power. Это конкурс, который проводился совместно фондом Сколково, биофармацевтической компанией Bayer и Международным агентством по интеллектуальной собственности. И нам было очень приятно, что мы получили 2-е место из 730 стартапов СНГ, именно подчеркивая наш потенциал по защите интеллектуальной собственности. Мы достаточно активны в публичном пространстве. И с точки зрения бизнеса, вот то лекарство, которое мы делаем, несмотря на то, что оно находится на рынке, мировом рынке лекарственных средств, который составляет более 1,5 триллиона долларов, целевая ниша, на которую мы нацеливаемся и которую хотим занять, это примерно 12 миллиардов долларов. С точки зрения конкуренции, у нас на сегодняшний день всего одно лекарство можно назвать конкурентом в нашем классе, это неоваскулген. Неоваскулген – сверхсрочная плазмида, которая путем инъекции должна приводить к созданию белков, которые стимулируют ангиогенез самим человеком. И, конечно, мы понимаем, что наше предложение выглядит более интересным, потому что мы сразу производим терапевтический белок в понятных объемах, с понятным эффектом, и таким образом мы видим много преимуществ по отношению к текущему конкуренту. С точки зрения бизнес-показателей, обращу внимание на то, что при ожидаемой оценке к 2030 году нашей компании в размере 140 миллионов евро, это пессимистичная оценка для ограниченного числа рынка, нам необходимы 10 миллионов евро
за 45% доли в компании. Что же получит инвестор? Инвестор получит не только 45%, но еще ожидаемую норму доходности в размере 30% годовых и ожидаемые возвратные инвестиции в размере 50%. Куда же пойдут полученные деньги? В данном случае график показывает распределение трат по годам до 2027 года. И мы видим вот в этом графике, что основная часть средств пойдет на наработку белка и проведение формальных клинических исследований. Итак, сегодня мы вам рассказали о нашей идее препарата для лечения ишемических состояний, таких болезней, как инфаркт, инсульт, критическая ишемия конечности, диабетическая стопа. Но обращаю ваше внимание, что на нашем сайте вы увидите, что в нашем портфеле есть идеи лечения и с другими критическими заболеваниями. Например, это наш сайт. Вот мы говорим о том, что у нас есть лекарство для лечения колоректального рака. И также есть идея лекарства, которое будет бороться с ревматическим артритом. И есть лекарство, которое предназначено для лечения некоторых заболеваний зрения, таких, например, как влажная макулярная дегенерация. Здесь же на сайте вы можете увидеть особенности метода трапов, описание нашей команды и некоторые интересные, возможно, для вас материалы по поводу вообще биофармацевтического производственного процесса и особенностей наших находок. Поэтому буду рад, если вы зайдете к нам, буду рад, если вы позвоните мне или оставите ваши контакты для того, чтобы мы могли к вам обратиться. И будем очень рады, если вы так или иначе поддержите наш проект. Спасибо.